Всем привет. Сегодня у нас серьезный расклад, да, без всяких розовых соплей и прочего. Работать будем на колоде «Нера, ведьмы и деда» номер один. Кстати, если вам эта колода интересна, как и другие три, то есть всего их четыре колоды, можете зайти на Бусти, взять себе макет, он в самом верхнем посте, и распечатать. Также можете, зарабатывать на них, потому что по авторским правам я их никому не передавал, никуда не перепродавал, не продавал. То есть от меня не будет, почему вы пользуетесь этими колодами и почему продаете. Хотите зарабатывать? Пожалуйста. Все макеты профессиональные, они на Бусти, в самом верхнем комментарии. Сразу предупрежу, они доступны для тех, кто в проживании арканов. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. По магии, по обучению это все в манифест. Тоже на Бусти, есть на Ютубе. Но, кстати, предупреждаю, на Бусти не устанавливайте приложение, иначе вам цены показываются в 2 раза больше. Это из-за всяких комиссий, App Store, Play Market и так далее. Поэтому только через браузер телефона. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Одевайте штанишки и полетели. Первый вопрос у нас: в чем заключается магическая суть твоего предназначения? А по картам, знаешь, твое предназначение — это вот баланс между землей и духом, где ты становишься проводником для тех, кто вот запутался в материальном мире. То есть ты вот этот самый мостик между деньгами и духовностью, который помогает людям перестать разрываться между там работой и внутренним миром. А магия твоя, она в том, чтобы вот показывать, как можно одновременно и зарабатывать, и оставаться в гармонии с собой. Ты учишь других жонглировать обязанностями, не теряя радости жизни. И защищать свои ценности от тех, кто пытается навязать там свои правила, чужие правила и так далее. Знаешь, суть в том, чтобы через вот эти практичные действия, вроде там финансового планирования, карьерного роста и так далее, люди обретали духовную силу. Ты не просто там коуч какой-то, да, или советчик. Нет, ты прям живой пример, как удерживать равновесие, когда вокруг хаос творится. И я тут не говорю метафорами, эфемерными ничем не говорю. Это твоя прямая сверхспособность. Видеть, где человек теряет энергию из-за дисбаланса, и давать ему конкретные инструменты для своей стабилизации. Например, ты можешь научить кого-то распределять бюджет так, чтобы деньги оставались на саморазвитие и на радости, да, на какие-нибудь. Или показать, как отстоять свое мнение на работе без всяких конфликтов. Главное, ты делаешь духовность прикладной, а не абстрактной, не эфемерной. Понимаешь? И твоя миссия — вытаскивать людей из такого состояния, где либо деньги, либо душа. Потому что карты, они про то говорят, что можно и нужно иметь две эти сферы сразу. То есть не нужно выбирать или-или. Какие скрытые силы и таланты уже готовы пробудиться для выполнения этой миссии? Знаешь, у тебя прямо сейчас активируется дар такой, как сказать, моментальной трансформации. Ты можешь зажечь человека одной фразой или одним действием.
И сила твоя скрытая — это вот умение видеть, какие именно шаги приведут человека там, к счастью, к денежной стабильности, к финансовой. И подталкивать его к этим изменениям, без всякого там завтра, послезавтра, с первого числа и прочее. Ты вот чувствуешь всем своим нутром, да, всей своей душой, когда вот кто-то готов к прорыву. И даешь ему вот этот самый пинок, который переключает жизнь на новый уровень, на новую ступень. Например, вот ты можешь точно определить, что там клиенту пора работу сменить. И он послушается тебя с первого раза, потому что твои слова, они резонируют с его подсознанием. Плюс к этому пробуждается твоя способность создавать семьи идеальные. Понимаешь? То есть не обязательно семьи, но и сообщество, пусть даже онлайн, да? То есть ты умеешь собрать людей, в которых вот совершенно разные энергии, но они дополняют друг друга. И я не про вот эти эзотерические кружки, да, а про реальные проекты, там, бизнес-команды, какие-то там коллаборации творческие. Возможно, даже дружеские компании, где вот все друг друга поддерживают, они пользуются. И вот твой талант — это видеть, кто с кем совместим прям на глубинном уровне и соединять их для общей цели. То есть ты становишься вот этим магнитом, который притягивает нужных людей там и нужные ситуации, где вот каждый чувствует себя как дома. И это уже работает. Просто пока не использовала это осознанно. Какой первый шаг магический ты должна сделать, чтобы полностью войти в свое предназначение? Ну, знаешь, по картам это вот провести полную проверку своих долгов и своих обязательств. Причем не только денежных. То есть ты должна вот сесть и честно выписать на бумажке всех людей, кому ты чего должна. Это могут быть, как и деньги, да, которые не отдали. Какие-то обещания не выполнены, какие-то обиды эмоциональные не закрыты, например, там с бывшим. Это кармическая чистка. И без нее ты просто, ну, с места не сдвинешься. А карты показывают, что прямо сейчас на тебе висят неоплаченные счета. Например, не это эфемерно, я говорю. Например, там обидела кого-то. Ну, конечно, да, взяла в долг, забыла вернуть. Вот это тоже. Или там не извинилась перед подругой за конфликт, который был там 2 года назад. Каждая такая ситуация, она блок создает на твоей корневой чакре. И ты подсознательно чувствуешь себя недостойной большего, потому что якорь есть. Вот возьми вот этот список, да, и закрой каждую историю. Там отдай деньги, напиши сообщение с извинениями, верни вещь чужую. Параллельно тебе нужно убрать из жизни тех, кто постоянно создает тебе денежные проблемы. Ну, там, кто-то просит в долг, да, и не отдает. Или тянет тебя в какие-то ненужные траты. Это кармическая чистка. Это не просто уборка, это магический ритуал высвобождения энергии. После этого ты сразу увидишь, как откроются новые потоки. Как денег, так и клиентов. Потому что ты очистила пространство для своего предназначения. Без этого шага, ну, все твои таланты будут работать там на 10%, да? Как вот телефон, зарядка заканчивается. Примерно точно так же. Обязательно приходи в манифест, там ты научишься чистить как себя, так и свое окружение и ставить защиты. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Это манифест. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. В чем заключается магическая суть твоего предназначения? Ну, знаешь, по картам предназначение твое — это вот
создание устойчивых опор. Понимаешь? То есть ты тот человек, который видит слабые места в старых структурах и умеет их обходить, чтобы строить новые формы стабильности. То есть твоя магия, она не в разрушении, а вот в хитрой перестройке, в хитрой трансформации. Ты лазейки находишь там в самых застоявшихся закостенелых правилах и заменяешь их гармоничными рамками, где другие чувствуют себя в безопасности. То есть ты дипломат между хаосом и порядком. И ты, как сказать, незаметно меняешь правила игры, чтобы всем стало лучше. И сила твоя в том, что ты вот умеешь действовать тихо, но эффективно. Не ломая, как говорится, дверь, а находя вот этот ключ, который забыли в кармане. И миссия твоя, ты, знаешь, превращать умеешь временные укрытия в постоянные дома. Не знаю, как объяснить. Где вот люди силы находят для роста. То есть ты не воюешь с системой, ты переписываешь ее код, оставляя старые ошибки, как говорится, в прошлом, позади. И дар той вот твой, вот знаешь, чтобы момент ловить, когда вот общество готово к переменам. Ты ловишь этот момент и подкладываешь готовое решение под видом там якобы традиции, да. То есть ты вот как строитель мостов между мятежом и стабильностью, и твоя магия, она работает именно в этом напряжении. То есть ты не революционер с баррикад, ты прям архитектор, который знает, как незаметно сдвинуть вот эту стену несущую, которая все держит, чтобы здание не рухнуло, а стало наоборот просторней. Понимаешь? То есть ты реформатор, который работает через тонкое влияние, через хитрожопостью бы я это не назвал, вот хитрость, но полезная хитрость. То есть не грубой силой. То есть ты мир меняешь не протестами, а вот перепрограммированием шаблонов, которые устоялись. Какие скрытые силы и таланты уже готовы пробудиться у тебя для выполнения этой миссии? Ну, знаешь, у тебя полный пакет созидателя реальности активируется. То есть ты вот обретаешь дар завершать любые циклы без потерь. То есть ты умеешь брать опыт из прошлого и вот упаковывать его в новую материальную форму. И твоя способность видеть целостность вот этих процессов, она позволяет тебе запускать проекты, которые сразу работают как отлаженный механизм, то есть без поломок, понимаешь? А вторая суперсила — это вот умение материализовать идеи в конкретные результаты, которые можно пощупать. Ты сейчас вот можешь брать любую абстрактную идею, да, там концепцию, и превращать ее в работающий бизнес. Или там хотя бы там план четкий и так далее. То есть у тебя сейчас просыпается талант, вот если эфемерно говорить, то создавать вечные двигатели. Понимаешь? Которые сами генерируют ресурсы после запуска. Твое высшее «я», оно, знаешь, подсказывает, что вот все, что ты сейчас задумаешь, это получит мощный фундамент материальный. И ты сможешь притягивать там деньги, связи, возможности, как вот магнит. Но не для накопления, а для строительства твоих новых вот этих крепостей стабильности. Еще один талант скрытый — это вот ты умеешь людей объединять, причем которые друг с другом, как сказать, не согласны, то есть разрозненные группы, не подавляя их индивидуальность каждой этой группы. То есть ты как клей, который скрепляет вот этот пазл сообщества, сохраняя гибкость каждой детали. И главное, у тебя включается вот этот режим земного ангела, я бы назвал. Ты видишь, кому и как помочь, чтобы вот не создавало, как сказать, недовольство.
а наоборот запускала цепную реакцию роста. Понимаешь? Какой первый магический шаг ты должна сделать, чтобы полностью войти в свое предназначение? Ну, знаешь, по картам тебе нужно о себе заявить как о лидере. Причем лидер нового формата ты. То есть не нужно ждать разрешения, там, вот этого всего. Просто начни действовать. Вот первый шаг — это публично взять на себя ответственность за ту сферу, где ты видишь, что что-то не то, да, дисбаланс где. Не проси благословения у авторитетных людей, там, у начальников, у родителей и так далее. Твоя собственная воля, она сейчас является высшим разрешением, понимаешь? То есть тебе необходимо создать маяк. А это может быть там конкретный какой-то проект, свою какую-то публичную позицию, где ты можешь, как сказать, демонстрировать свой метод изменения вот всех систем. Но это не должно быть какое-то громкое заявление, да? Просто начни действовать по-новому в своей зоне влияния. И другие уже потянутся за тобой. Твоя задача — это вот показать пример вот этого оптимизма стратегического. Не просто критиковать, да, там недостатки, тут не то, это не то, а вот сразу предлагать работающую альтернативу. То есть ты должна быть как вот, как сказать, ты должна вот включить режим как беспроводная зарядка. То есть делись своими идеями открыто, не боясь, что их украдут. И чем больше ты отдаешь, тем сильнее к тебе притягиваются вот эти ресурсы, нужные тебе. А начни с малого, собери тех, кто уже готов к переменам, и создай с ними вот эту первую ячейку новой системы. Идеальных условий не жди, сразу говорю, потому что твоя сила в том, чтобы запускать процессы вот в полухаосе, понимаешь? И доверься своему видению будущего. Даже если пока там никто не видит твоих вот этих карт звездных, потому что твой первый шаг — это вот прыжок в роль того самого короля, который не правит, а вдохновляет на изменения, понимаешь? Поэтому просто начни. Вселенная для тебя дорогу все расчистила. А тут я не знаю, как по-другому еще тебе добавить, намекнуть и так далее. Обязательно приходи в проживание арканов, это ты все сможешь начать в императоре. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. В чем заключается магическая суть твоего предназначения? А тут понятно все. Твое предназначение — это работа с теневыми аспектами души. Причем через глубокое погружение в подсознание. То есть ты психотерапевт или не психолог ни в коем случае, психотерапевт. То есть ты тот человек, кто способен вести людей в их этот личный ад, в травмы, в страхи, в подавленные эмоции. Это психологи не занимаются этим, это только психотерапевты. И выводить обратно целыми, чистенькими, как после бани. То есть твоя магия в соединении, как сказать, экстрасенсорной чувствительности с мудростью отшельника. Вот как объяснить? Ты не просто боль чувствуешь других, ты прям знаешь точные шаги для их исцеления. Я поэтому говорю психотерапевт. Не путайте психотерапевтов с психологами. Потому что это, не поверхностная терапия. Нет, это прям как хирургическая работа с кармическими узлами. То есть ты можешь проводить инициации через кризисы, да, когда человек готов рухнуть в пропасть, а ты будешь его проводником в этом темном тоннеле.
потому что сама прошла десятки таких, как говорится, спусков. И сила твоя, она в том, чтобы вот удерживать пространство для чужого хаоса, не растворяясь в этом хаосе. И придут к тебе те, кто вот, как сказать, кто вот эм, годами вот прятал травмы детские за вот этой маской успешности, да? И твоя задача аккуратно снять слой лжи. Ты будешь использовать интуицию как скальпель, определяя точку вот эту входа в проблему. Но самое главное, ты научишь людей самих добывать свою истину и не зависеть от тебя. Твои инструменты — это вот, как сказать, тишина вместо советов и вопросов вместо готовых ответов. Понимаешь? Это не массовая работа, нет. Ты будешь брать единицы, зато вести их до полной трансформации, полного изменения. А поле битвы твое — это родовые программы, блоки, там экзистенциальные страхи. И да, придется регулярно вот уходить в это затворничество, чтобы не сгореть. Потому что ты как губка будешь впитывать чужих демонов. Поэтому и отшельник тут. Без регулярной перезагрузки в одиночестве ты потеряешь связь со своим даром. А магия твоя именно в этом балансе. Погружение вот в чужие страдания и возвращение в свою, как говорится, кристальную пещеру для очистки. Какие скрытые силы и таланты уже готовы пробудиться. Ну, знаешь, по картам сейчас внутри у тебя как бомба замедленного действия. То есть сила, которая прямо вот сейчас требует выхода. Вот знаешь, первое — это дар видеть корень проблемы вот за буквально секунды общения. Ты будешь сканировать людей как книжку открытую. Причем не логично, не через логику, а через тело. Мурашки, там что-то в животе, жар внезапный. Это вот знак повешенного. Ты сможешь переворачивать их реальность, показывая обратную сторону вот этого всего. Ну, их истории, я имею в виду. Например, там, чтобы ты поняла, клиентка у тебя плачет о несчастной любви, да? А ты сразу видишь, что это повтор там родового сценария из-за там ее бабки-алкоголички. Второй талант — это способность провоцировать кризисы для прорыва. Это не жестокость, нет. Это вот точность хирурга. То есть ты будешь знать, какое слово выбивает вот эту пробку из накопленного гнева. Или там какой вопрос обрушивает стену вот этого отрицания. И главное, у тебя уже есть внутренний компас, который точно покажет момент, когда человек готов к такому удару. Ты не будешь людей ломать ни в коем случае. И вот солнце здесь — это твоя нерушимая вера в свет. После тьмы, конечно же. То есть ты как держать фонарь надежды будешь, даже когда клиент в истерике тебе орет, истерит, что все кончено, все пропало, мы все умрем. А третий спящий дар — это, знаешь, создание ритуалов, но трансформационных. Понимаешь, не просто там медитации с флейтами, да, а мощные обряды перерождения. Например, там сжигание там старого себя, да, через написание всех масок на бумаге. Или там ритуальное погребение пепла, ну, листка, где он выписал все. Понимаешь, и вот четвертое — это твоя честность. Причем у тебя честность радикальная. Ты перестанешь бояться называть вещи своими именами. Это, например, как говорится, это у вас не любовь, а созависимость. Ты не жертва, а сама же и спонсор своего палача. Там твоя духовность — это бегство от реальности, а не то, что ты себе придумала. То есть ты не будешь бояться этой правды. И последнее — это умение превращать боль в искусство. Ты сможешь людей учить не исцеляться от темных эмоций, а танцевать с ними.
делать их вот топливом для творчества. Например, там, чтобы были красивые стихи, девочке надо там пострадать, да, от неразделенной любви. И ты это будешь говорить, не боясь своих слов. То есть ты разбудишь в них вот такую вот силу через принятие их же теней. И все это уже есть в тебе, просто у тебя замок висит на клетке. Какой первый магический шаг ты должна сделать, чтобы полностью войти в свое предназначение? Ну, знаешь, по картам это зачистка своих страхов. Не медитации на любовь, да, там, не вот это вот, где мои бабочки, я сейчас помедитирую, войду в дзен. Нет, у тебя открытие замка через конкретный разговор с демонами. Девятка мечей — это вот, знаешь, про то, что ты задыхаешься от вот этих непроговариваемых кошмаров, которые блокируют твой огонь, то есть туза жезлов. Вот первый шаг, твой лично, это на бумаге написать все свои страшилки. Например, там «Я сойду с ума от этой жизни», там, или от видений, или там «Меня проклянут за правду, что обо мне подумают», или там «Я разрушу отношения с этим человеком», если правду я имею в виду скажу. Или еще чего там «Раскрою свою тень и стану изгоем». Вот это все на бумаге. А затем ритуал прям прямого диалога с каждым страхом. Например, там поставь пустой стул, да, и представь на нем свою тревогу. И устрой ей допрос, вот как будто ты, наверное, фильмы смотрел, да, вот когда такой темный, как его, темная комната, стул посреди, лампочка такая тусклая над этим стулом, и на стуле сидит твоя тревога. А ты, как вот этот, как сказать, следователь, КГБшник, СБшник, неважно, то есть тот, кто устраивает допросы. И устрой допрос ему. Например, там, что худшее случится, если я начну? Чем ты меня защищаешь вообще? Мой страх. Или там, что будет, если я переживу твой сценарий? Вот фишка в том, чтобы не сопротивляться страхам, а перевернуть их в союзников. Понимаешь? А затем вот сожги вот этот список с благодарностью, да, как там за службу охраны, потому что страхи нас защищают, охраняют. Но от чего? Допроси каждый свой страх. Понимаешь? И четко скажи: сейчас я беру управление за своей жизнью. И второе — это запусти пробный эксперимент. Выбери одного человека, только не подругу и не родню, нет. Тот, кто явно кричит о помощи. И проведи с ним сеанс по полной программе. Без скидок, без жалости, как если бы это был вот твой последний шанс. Даже если это будет там бесплатно, тебе нужен прорывной кейс как доказательство твоих сил. И запиши все на видео вот это. Можно без лица. Это для своего собственного анализа, там, со спины. Понимаешь? И ты увидишь, где робость перекрывает интуицию, а где жалость, она смягчает удары. И, конечно, следующий шаг — это физический выброс блоков. То есть после каждой такой практики обязательно душ там с солью, да, морской. Потому что ты на себе тащить будешь всю эту энергетическую грязь, и тебе нужно будет ее чистить. Там еще что можно. Выброс гнева, да, бей подушку. Танцуй до упаду, ори песни в машине, да, если ты водитель. Что угодно, лишь бы не копить это в своем теле. И сделай себе, знаешь, вот день страха. То есть, я тебе объясню, вот смотри, раз в неделю, там, например, в свой выходной, делай то, что пугает тебя именно по твоей профессии. Там прямой эфир проведи, провокационный пост выложи, позови там на сеанс страшного клиента, да, которого ты боишься. Вот твой туз жезлов, он активируется только через действие, а не через размышления. И да, первые 3 месяца будет жутко.
Тело прям будет бунтовать, а ум кричать «остановись». Но это знак будет, что ты на верном пути. И как только ты перешагнешь вот этот порог, Вселенная, она тебе подкинет именно тех людей, которых ты сможешь вести без потерь, понимаешь? Для начала можешь прожить хотя бы старшие арканы, проработать сначала в себе все говнишко. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И помни, что дед всегда рядом.